осень, время мечтать. Под дождем готов я все начать. Сквозь серые тучи светит огонь. Осень, осень, сердце мой сон. В чашке кофе тепло и запах ветра снова. С тобой хочу пройти через эту осень снова. Осень, осень, время мечтать. Ребят, всем привет! Мы приехали на фестиваль Вайзен, Бад Конштадт. Это второй фестиваль по размеру в Германии после Мюнхенского Октоберфеста. Погода у нас сегодня нелетная, дождь 12 градусов, но это нам не помешает погулять на прекрасном фестивале и показать его вам. Ребят, этот праздник зародился в 1818 году местным королем Вильгельмом I и его женой Екатериной. Представляете, этот 1818 год был неурожайный из-за того, что вулкан извергался. И они решили сделать на полях возле Бад Конштадта такие гуляния, которые со временем переросли, гуляния для поддержания духа населения, которые потом перерос такой большой фестиваль. Это 207-й, по-моему, по счету идет фестиваль, поэтому вот такая вот движуха. Второй по величине в Германии, представьте. Тут, конечно, около 4 миллионов человек его посещают за 20 с чем-то дней. Вот здесь вот у нас главный вход, и на входе люди проверяют рюкзаки, соответственно, сумки, чтобы алкоголь не заносили, потому что здесь заносить алкоголь с собой запрещено, только покупать на территории. Пиво, естественно, там только продается, так что ведут проверку. Ребят, вот такая вот атмосфера. На улице дождь, но людям это не мешает. Посмотрите. Гуляние полным ходом. Такая атмосфера, везде аттракционов куча. Цены на аттракционы, в принципе, довольно адекватные. Вот смотрите, например, одна поездка 3 евро вот на таких вот американских горках стоит. Видите? Ребята собрались вот на такой аттракцион пойти покататься. Смотри, как прикольно они заходят по таким специальным колесам. Что-то такое интересное здесь. Девчата катаются. Так я думал, их тут катать будут на специальных тележках, нет? Тут надо ходить. Гляньте, какой дядька сидит в туалете. Класс. О, еще и плюется, ничего себе. Класс. Ребята, атмосфера такая. Стоим вот мы под зонтом. Дождь льет. Ну а что делать? Мы погоду не выбирали, так получилось. Девчата выходят, смотри. Тут еще не так просто выбраться отсюда. Ребят, смотрите, здесь есть на территории свой стейкхаус. Сейчас я вам поснимаю, что там готовят. Но запах, конечно, феноменальный. О, какие стейки, посмотрите. Очень вкусно. Все это в булочку кладут, и сосиски здесь, и стейки. Посмотрите, какая красота. Длина этого фестиваля, я даже не знаю, наверное, с километр будет. Там идти не минут 40, наверное, надо туда. Очень большой фестиваль. Друзья, нашли вот эту точку, смотрите, лангоши продают. Лангош – это венгерское блюдо. Готовят в масле, видите, сразу. Как у нас было на фестивале в нашем. Вот цены, сколько это стоит. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот такая красота. Сейчас мы тоже будем покупать.
Ребят, смотрите, вот это изобретение, лангош называется. Такая вкуснота. Жареное тесто, чесночный соус и сыр. Будем пробовать. Люди потихонечку подтягиваются уже. Уже дождик закончился, немножко тучки рассеялись. Помните такой аттракцион? Осьминог у нас назывался. Ребята все кушают лангош. Ну что, вкусно? Вкусно? Очень. Короче, я не соврал. В Миланке купили пряник. 5 евро стоит. Вкусный пряник, Донь? Ребята, там начинаются вот эти пивные павильоны. Но на них мы пойдем чуть попозже, вам покажем. Мы продолжаем двигаться вперед. Ребята, еще тут продают фрукты. Смотрите. Цены от 2,50, 5, 3. Клубника, что тут идет? Груша, малина, банан. И все это в шоколаде. Прикольно. Классное место, конечно, денежку оставлять здесь. Все хочется и все приходится покупать. Ну вот, банда счастливая идет. Ух ты, смотрите, американские горки даже есть. Идет полицейский контроль. Ребята, вот традиционная немецкая, смотрите. Жареные колбаски, смотрите, разных размеров. Какая красота. На открытом огне подогревается, вообще бомба. Посмотрите. И готовят вам, как хочешь, это все в булочках или так. Или карри-вурст. Как душе угодно. Прикольная, да, атмосфера здесь? Также вот пиво на разлив здесь продают. 6,50 стоит бокал. Или от 6,50 бокал, 7,50. А литр в палатках стоит 15 евро, да? Ребят, ну что, давайте. За встречу. Мы на Октоберфесте. Мы на Октоберфесте, да. Ребят, пиво на самом крутом пивном фестивале Германии. Sehr gut. Ребята, вот перед нами открываются уже павильоны, где проходит самая гулька. Видите, сколько этих павильонов? Сейчас, если будет возможность, какой-то из павильонов зайдем и вам поснимаю. А еще здесь есть вот такие вот аттракциончики, посмотрите. Тут люди, конечно, взлетают в небо. Ребят, посмотрите на эти аттракционы, конечно, удивительные. Очень много страшных, люди прямо рискованные катаются на таких страшных аттракционах. Это точно вообще не про нас. Вот эти павильоны пивные, но мы попозже в них немножечко зайдем, хотим погулять. Знаете, атмосфера какая, даже немножко солнце появилось. И такая погода, 12 градусов, дождь льет, и все равно люди гуляют, потому что фестиваль имеет ограниченную продолжительность времени. Скоро он уже закроется. И люди хотят посетить, приезжают со всей Германии, с других стран. Представляете, 4 миллиона человек его посещают менее чем за месяц. Смотрите, какой интересный аттракцион. Надо сбить банки мячиками. О, молодец.
надо все сбить, чтобы получить большой. Ребята, а вот так вот прокатились мы. Посмотрите, какая атмосфера в этих чашечках, да? Вроде бы кажется, какие-то чашечки, но атмосфера серьезная, страшно даже. Ребята, вот атмосфера, смотрите, немцы как одеваются в специальные костюмы, баварские кожаные шорты. А вот футбольные фанаты. Сегодня, кстати, игра Штутгарта, видать, вечером будет. Потому что здесь стадион Штутгарт-арена недалеко находится. И все в форме. Ребят, смотрите, что творится внутри этих палаток. Это сейчас еще пусто. Ребята, а у нас снова пошел дождик. Вот такая погода здесь неоднозначная. Видите, то дождь, то солнышко. Но людям это не мешает. Все гуляют, отдыхают. Красота, конечно, на таких мероприятиях побывать очень классно. Ребят, мы попали на центральную улицу, тут 3 улицы. И вот все захотели прокатиться вот на этом аттракционе, называется «Дом страха». Какая цена у него, давайте посмотрим. Ой, ветерок задул, так, конечно, к вечеру прохладно. Сколько? 6 евро стоит. Посмотрите, какая атмосфера классная. Вообще, ну такой вайб реально идет. Какой, страшно? Очень, знаешь, такое, из-под снежка какие-то идут непонятные вещи и подобное. Короче, девчонки в шоке от того, что сейчас будет происходить. Классная атмосфера. А мы ждем, потому что мы ссыкуны. А вот и девчата наши едут, смотри. Прикольно, посмотрите, как здесь все детализировано. Посмотрите, каждый персонаж на этом аттракционе шевелится. Пауки, скелеты. Ну там вот змея вылазит, которая плюется водой на тебя. Просто, блин. Посмотрите, вороны, пальцы шевелятся, девочка на крыше вон. Ой, послушайте, ну вот это вообще кошмар, конечно. Посмотрите. Это не для слабонервных аттракционы, конечно. Нам точно не подходит. Сейчас спросим впечатление. Ребята, как впечатление? Херня. Херня. Как впечатление? Было страшно? Нет. Нет? Тебе, да? У Ляни не было страшно, у Миланы истерика. Вот такие впечатления у людей. Мы вам не засняли, но мы выиграли Гарфилда, да? Профессионально выиграли. Да, Серый? Да. Чистая удача, ребята. Это опустилось мимо игрушки и вытянуло другую. Но это, конечно, чудо. Но главное, что кто-то доволен, да? Ребят, смотрите, какая прикольная штука. Да, Люн, Шильтин 3 минуты делают такие таблички с твоим желанием, как номерные знаки. Ну, реальные номерные знаки. И пишешь то, что ты хочешь, они это производят. Мы хотим сейчас еще попробовать посетить один павильон. Не знаю, пустят нас или нет. Тут реально столы бронировать с лета надо, понимаете? Это невозможно попасть сюда. Вот просто невозможно. Но они дают возможность поснимать немножко. Мы зашли в другой павильон. Кстати, сегодня он наполовину пустой, этот другой павильон. Тут нет еще такой движухи, как в остальных. Мы делаем пару фоточек и потихонечку уже направляемся к выходу. Миланка заказывает корн-дог такой. Да. Как готовят их, смотрите. Тесто,
какая красота. Вот так вот готовятся корн-доги на палочке. На палочке, но жарится в масле. Поэтому, конечно, фастфуд, химия, но дети хотят, что не сделаешь ради деток. Так, девчата забирают свой корм. Ну что? Как готовят? Nein. А соус? Чао. Милан, покажи, что тебе купили. Это корн-дог, да? Корн-дог, да. Это сосиска, сыр в тесте с кетчупом, да? Ребята, так вот детки любят всякую гадость есть. Мы уже потихонечку идем в сторону выхода. Будем вести, провожать ребят на вокзал. Ребята у нас были с ночевкой, отдыхали. Мы вчера прекрасно провели день. Правда, погода у нас, конечно, немножко не располагает. Ну, в принципе, хорошая компания, так все нормально. Ребят, кстати, к вечеру сейчас подтягивается очень большое количество людей, как я и говорил. Намного атмосфера стала более насыщенная. Вот когда идешь уже дальше, там уже намного больше людей. Ребята, вот где продают эту всю национальную одежду. Смотрите. Смотрите, какая красота. Ух ты, целый магазин этого всего. Сколько вот такие кожаные шорты стоят? 189 евро всего лишь. Посмотрите. 189 евро. Серега, ты хотел себе? Да. Вот такие сколько стоят? Тоже 189 евро. Но это настоящая кожа, лезер. Что, ну что, подходит тебе? Будем брать? Ja, passt mir. Посмотрите, и платье для девочек. Это все 236 евро. Видите, такой свитер? Но это натуральная шерсть. О, Ленка, покажи. Сколько стоит такое платье? 189. Тоже 189. Ну слушай, ну красиво. Вот она, национальная одежда немецкая. Видите, какие цены? Вот детский наряд. Давайте посмотрим вот такой вот. Детский наряд. Сколько он будет стоить? 50 евро. Ну, для деток, естественно, подешевле. Так что, вот такая цена. Вот 199 за такое платье женское. Вот такие цены на национальные немецкие наряды. Так что вот когда человек идет, одет в эту всю одежду, вы думаете, о, прикольно, национальная одежда, а на нем одето сразу 600 евро, чтобы вы понимали. Ребят, смотрите, как люди подтягиваться начинают, видите? Бесконечный поток уже так видно при входе. Когда мы входили, буквально часа 3 назад, уже людей было мало, а сейчас уже серьезная движуха. И народ все идет. Тут вечером, конечно, представляете, когда в огнях все будет, это совершенно другая картина будет. Ребята, остановка Мерседес-штрассе называется. Вот здесь мы выходим на мосту. Видите, все люди сидят. Уже кто с фестиваля домой едет. И вот здесь вот сразу спуск на этот фестиваль. Мы всегда используем остановку Мерседес-штрассе. Все, ребяток мы отправили, ребятки побежали домой, а мы выдвигаемся куда? Мы тоже выдвигаемся домой, нам надо нашу ушку и будем ехать в сторону нашего города. Это центр Штутгарта, вокзал Hauptbahnhof. Видите, он на реконструкции. Уже скоро у него открытие будет. Ребят, ну что, вот мы приехали домой. Слава богу, отгуляли прекрасный день, проводили ребят. Спасибо им большое за посещение, что приехали к нам в гости. Надеюсь, вам понравился фестиваль, наш выпуск. Так что подписывайтесь на нас и будьте с нами. Пока-пока.